Ну что, хотели Zidu Z9X Pro? Вы получите Zidu Z9X Pro. Я сейчас ее отключаю с тестов, с обзора. И, честно говоря, знаете, такое двоякое у меня ощущение. Я уже, конечно же, снял обзор. Видите, с SATA интерфейсом, все красиво. Я уже снял обзор. Было много обещаний всего сделать, но что получилось или не получилось, разберем с вами в этом обзоре. Вот этой самой Zidu Z9X Pro на обновленном процессоре от Realtek с поддержкой Dolby Vision, с поддержкой объемного звука и с многими вообще интересными плюшками, как они заявляют. И с формулой памяти 4×32. На канале Технозон. Поехали! Слушайте, но мы сейчас на AliExpress, я пока откладываю Zidu, мы ее все равно еще увидим с вами на распаковочке, и, конечно же, на некоторых проходочках я вам ее тоже покажу. Сама по себе Zidu, вот она, пожалуйста, стоит она на текущий момент 249 баксов на момент съемки этого видео, и, конечно, ссылка на продавца в описании под видео, вы можете узнать там как раз актуальную цену, ну и подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. А также я прошу вас подписаться, даже если вы меня не смотрите или не планируете смотреть. Мне будет приятно и позволит мне развивать мой контент, мой канал, а вам это практически ничего не стоит. Ну что, подписались? Давайте смотреть дальше. Смотрите, сама по себе Zidu очень много всего заявлений сделала. Android 11, 1000 мегабитный LAN, они сделали Wi-Fi 6. Я думаю, что нам стоит, это все сейчас загрузятся все картинки. Я думаю, что нам стоит сразу упомянуть, что здесь стоит процессор RTD 1619 PPD. Это как бы, как они говорят, обновленный, но на самом деле это такое минорное обновление, очень маленькое, для того, чтобы туда можно было добавить AV1 кодек, за которым все так сильно гоняются. И, конечно же, добавить туда Android 11, то есть новые SDK. Они заявляют о поддержке HDR10+, 4K, AV1, 4×32, Wi-Fi 6. Поддержка стриминговой музыки, это значит, что он может работать в режиме стримера. У него есть приложение, ну, Posterwall, понятное дело, это не Posterwall, сейчас это у них называется Кинотеатр 4.0. Есть поддержка DTS, Dolby Audio, всевозможных форматов и, конечно же, различные форматы не сжатой музыки, как DSD, APE, FLAC, WAV, есть Bluetooth 2 даже. Ну, плюс, конечно же, там средства каталогизации музыки, средства каталогизации видео, это все круто. И есть NPU для обработки там того же самого там Dolby Vision контента. Очень все много красиво написано, и с чего хочется начать. Дело в том, что, ну, сзади мы все рассмотрим сейчас на распаковке, мы не будем останавливаться особо. Дело в том, что, ну, они, видите, автофреймрейт, я тоже подтверждаю, автофреймрейт всегда был в фирменном плеере Zidu, самый прикольный. Кстати, делали на предыдущую модель, на Z9X, можете посмотреть, там практически ничего не изменилось. Здесь именно мы обсуждаем уже новиночку. Так, Dolby Vision. И тут у нас сразу такой момент. Дело в том, что на фирменном сайте они заявились о том, что он поддерживает Dolby Vision 7 профиль. Это был один из комментариев, когда вот мне начали писать, когда ты сделаешь обзор на Zidu Z9X Pro, неужели правда там начал читать Dolby Vision двухслойники 7 профиль. Ребят, чуть дальше покажу, расскажу. Честно, сюрприза нет. 7 профиль читает, но один слой. Во всем остальном 5, 8 профиль. Все, 5, 8, 7 однослойники. Двухслойный, второй слой он игнорирует. Он проигрывает этот файл, но игнорирует второй слой. Чудо не произошло, что бы они ни заявляли. Его нет. Кроме Oppo и Oppo клонов ничего у нас не изменилось. Но Android 11 к нам пришел со всеми моментами этих самых плюшек. В некоторых торрент-качалках были проблемы с закачкой на внешний жесткий диск. Почему я говорил, 9 Android это один из самых стабильных андроидов для медиаплееров. Вот один из самых стабильных. Серьезно, там вот нет этих заморочек, когда они вот в 11 уже убрали там запись, системный раздел, они убрали этот доступ, здесь просто нет этого приложения Documents, которое обеспечивает, это из AOSP прошивки, которая обеспечивает доступ к внешним носителям. То есть его здесь просто
просто вырезали. Они там по-своему, конечно, костыли прилепили, но при этом есть самбо протокол и есть такие плюшки, как вот именно каталогизатор кино, аппаратная поддержка Blu-ray диск, не только просто проигрывание Blu-ray диск ISO, а еще и проигрывание полноценного Blu-ray диск меню на аппаратном уровне. Конечно же, это поддержка Lossless Music. Если у вас есть USB-ЦАП, то вообще отлично будет. То есть с USB-ЦАПом вы сможете выводить это все до 192 кГц, там 24 бита, и все прекрасно. Есть поддержка сетевых протоколов Samba, NFS до Samba V3. И, конечно же, есть поддержка у них там HDMI CIG, через что там можно управлять, все круто. Но при этом, когда мне задают вопрос, а стоит обновлять ZIDU Z9X на Z9 Pro, я скажу откровенно и честно, нет. Я бы не обновлял. Да, этот процессор, как они заявляются, там получил апдейт даже производительностью до 20%. Знаете, мне трудно их сравнить в производительности, потому что я на них кроме контента ничего не смотрю. То есть 122 тысячи баллов в Antutu, о чем они могут сказать? О том, что там во что-то можно поиграть с Android TV платформы? Ну нет, мы не будем играть, это медиаплеер, на нем играть не стоит. Это раз. Во-вторых, что-то там смотреть такого экстраординарного на каких-то внешних плеерах нет. Здесь шикарнейший внутренний встроенный плеер ZIDU, здесь шикарнейший каталогизатор музыки, шикарнейший каталогизатор видео. Есть там некоторые моменты с воспроизведением определенного формата музыки, не сжатого, но об этом можете почитать на FOPD и принимать уже решение, стоит покупать или нет. Я бы не менял старую ZIDU как новую. Но при этом у ZIDU есть одна интересная особенность. Очень прикольно. У нее очень прикольная картинка. И есть один человек, который занимается там какими-то тестами техническими. Он там считывает данные цветов, которые выводит или не выводит тот самый плеер искажения. Так вот, вы можете заниматься, знаете, как называется, калибровкой по науке к определенным значениям и заниматься полной фигней. Знаете почему? Потому что есть такая штука, как органолептика. Если вы посадите 10 человек и покажете им один и тот же цвет, или одну и ту же цветовую гамму, или одну и ту же картинку, то для всех 10 человек она будет выглядеть абсолютно по-разному. В плане цветового восприятия, цветового ощущения теплоты цветов и тому подобного. Сколько существует людей, столько существует органолептических различий восприятия. Это стоит учитывать, и это хотя бы нужно изучить перед тем, как впихивать всем технические составляющие цвета и сказать, вот этот вот цвет неправильный, и вы должны смотреть его в том виде, там, допустим, с какой-то настройкой. А человек говорит, а мне дискомфортно так смотреть. То есть вы тоже должны понимать. Так вот, ZIDU имеет очень теплую, приятную картинку с очень такими достаточно насыщенными цветами. Мне нравится картинка ZIDU. И именно из-за картинки, из-за нативного автофреймрейта, из-за, допустим, кстати, знаете, что здесь есть? Widevine L1 и HDCP 2.2. То есть, по сути, здесь будут работать, кроме Netflix, очень многие стриминговые сервисы. Это тоже большой плюс. Но есть вот эта вот загвоздка в том, что, допустим, те же самые IPTV или OTT сервисы, они не смогут использовать, они не нужны здесь, просто другие плеера. Они, во-первых, не будут обрабатывать нормального автофреймрейт от Google, например, тот же самый какой-нибудь IPTV плеер там с поддержкой AFR, он не будет нормально. Вы можете использовать как внешний плеер ZIDU, но постоянное мерцание при переключении каналов, это то еще удовольствие, я вам скажу, ну такое себе дело. То есть это плеер для каталогизации, для просмотра видео, для просмотра именно качественного видео в Dolby Vision, для просмотра нормального, классного, для прослушивания нормальной классной музыки, но не без своих нюансов. Как я уже сказал, DV 7 профиль только однослойник, отсутствие Google сервисов. Я и не использую с Google сервисами, хотя есть прошивки на гапсах, но нет, это не для меня. То есть этот плеер должен быть независимым. Кстати, ютубчик на нем смотреть в AV1 очень даже классное удовольствие. Мне нравится. Ну что, посмотрим на ZIDU Z9X Pro поближе. Что они заявляются у нас на камеру? Модель ZIDU Z9X Pro, алюминиевый корпус, Android 11, Realtek RTD 1619 BPD, ARM Cortex A55, конечно же на Mali G57. Они даже приводят, что здесь есть NPU. Ух ты!
интересно. И еще, что здесь есть NPU на 1.6 терафлопс и 4 гигабайта DDR4 памяти с 32 гигабайтами хранилища. Конечно, Bluetooth 5.2, 5 ГГц Wi-Fi с Tutituar, ну и с MU-MIMO, грубо говоря, с OFDM и, наконец-то, с AX, то есть это Wi-Fi 6. Поддержка у нас HDMI 2.1, видеодекодинг с Dolby Vision, аудиодекодинг, ну, практически со всеми форматами. И есть еще, что самое интересное, мобильное приложение. Слушайте, ну, очень интересно. Сейчас будем смотреть, что оно из себя представляет, это все действие. Оп. Я уже, конечно же, доставал, не выдержал. Отложим сначала Зиду, посмотрим, что у нас внутри есть. А внутри у нас пульт, HDMI кабель, реально охренительный HDMI кабель. Я вам сейчас покажу. То есть это High Speed, смотрите, HDMI cable, вот он, видите, с Ethernet. Ну, в принципе, Ethernet нам тут не нужен. Конечно же, SATA интерфейс для подключения SSD либо диска. И вот такой вот блочок питания со сменной вилочкой, в принципе. Вилочка нужна при заказе, при смене. И блочок питания у нас на 24 ватта. Это можно смело откладывать. Рассмотрим сначала пульт. Пульт Zidu принципиально обновила. Пульт другой. Ох, на черном его, наверное, плохо видно. Все кнопки черные, красивые. Слушайте, ну вообще интересно. Поставлю сейчас батарейки. Опа, их надо 3. Ставим батареечки. О, есть, засветилось. Я думал, что он с подсветкой, но нет. Ну ладно, есть как есть. У нас есть инфракрасная панель, видите, обучение под телевизор. Блин, кнопки еле видно. Ну ладно, вам потом покажу больше на проходочках, будет виднее. Есть цифровая панель, есть у нас кнопки переключения. Ну, тебе есть кнопка телетекста, нафига она нужна, не телетекста, а субтитров. Аудио и мультимедийная панель. Блин, боже, как же плохо видно. Ладно. Сама по себе Zidu. Тоже черная, твою мать. И тут мы имеем сзади сразу же. Она металлическая, действительно, у нас алюминий. Все хорошо, все красиво. Сзади у нас LAN RJ45. USB 3, HDMI, оптический выход, AV-out, RS-232 порт, питание 12 вольт и кнопка включения-выключения. 2 антенки, Wi-Fi. Сбоку еще у нас 2 USB 2.0. Спереди цифровая панель с часиками. Давайте снимем это все действие. И сбоку у нас, вот, пожалуйста, SATA интерфейс. Вот он. Вот его хорошо видно. Вот хорошо видно интерфейсы. И хорошо видно USB 2.0. Ну что, пошел его подключать. Да будем тестировать. Традиционный интерфейс Zidu, ничего не поменялось. Абсолютно старый интерфейс, все тоже Zidu Z9X. Хотя это Z9X Pro. Что у нас здесь есть? Есть внизу панель избранного, есть индикация различных моментов. То есть внизу, вот я сейчас мышкой вам покажу. Внизу вот у нас есть подключение LAN, USB, у нас есть Wi-Fi, Bluetooth. Также у нас есть погода, которая мне всегда очень была симпатична, потому что, ну, показывала очень красиво. Вы можете добавить большое количество городов и развернуть, допустим, на по дням недели с влажностью, давлением и различными приколами. Погодка зачетная такая себе. Если бы у меня была такая на Android TV, я бы вообще не нарадовался. Также у нас, вот сразу говорю, опыт использования пульта. Это вот если бы не было подсветки, то честно вам скажу, вот этим вот матовым пультом они его улучшили. Без вопросов. Это лучше, чем тот глянец, который был. Он меньше, удобнее, но без подсветки им пользоваться абсолютно неудобно. Потому что вот сделать теснение
в темном цвете, то есть подсветка нужна даже днем, я не говорю про то, что ночью, она даже днем нужна. Есть какой-то жиденький курсор аэромыши, я давно ожидал, что будет хотя бы Bluetooth пульт, хотя бы с какой-то аэромышью, черт с тем голосом, мы понимаем, что голоса-то в ZIDU нету, не для этого нам нужен этот медиаплеер, этот TV-боксом уже тяжело назвать. К тому же я его тестирую без Google Apps, то есть здесь нет сервисов Google, да и черт с ними, хотя вы можете это установить, если вы поставите, допустим, прошивку с буквой J, то у вас как раз будут Google Apps. И здесь мы с вами видим Android 11, традиционный, и даже боковое меню добавили, скажем так, настроек, которого раньше в ZIDU, откровенно говоря, не было. Там было полное такое меню настроек, и сразу нам бросается в глаза вот такое вот видео настройка, где у нас есть ТВ-система с 480p до полных 4К 60 Гц с поддержкой всех частот. Есть у нас HDR Output Mode, это значит, что он переделывает, ну, у нас здесь есть всего лишь 4 момента. Есть тот, который вы будете в инпуте, то есть то, что вам заходит, то он и будет такой, это такой адаптивный HDR. Есть в SDR вывод и есть DV в SDR или через VS10. Ну, этот пресловутый сопроцессор, очень простыми словами, который приводит все к очень даже неплохим цветам, как они заявляются. И есть, конечно же, автоматический режим, который я могу включить. Авто SDR он на текущий момент, оставим input. К тому же мы можем с вами здесь включить поддержку HDCP и поуправлять контрастом, который работает, яркостью, сатурацией. Но это не самое главное. Есть 5 ГГц Wi-Fi поддержка, Wi-Fi 6, как они опять же заявляют. И давайте посмотрим в настройках устройства. Здесь тоже ничего, в принципе, интересного нет. Сами интересные настройки самые у нас в самом интерфейсе ZIDU. Модель на Android 11 Z9X Pro. Хранилище 4 на 32, все тут понятно, я подключил USB диск, у нас через SATA подключен еще 1 терабайт, я подключил наш, ну, свой SSD диск, подожди, стоп, SSD, не SSD, а SATA диск у нас должен быть. Еще один. Ну, короче, сейчас посмотрим в самом интерфейсе. Есть меню для разработчиков, тут, в принципе, все как бы очень даже просто. Если мы пойдем, ну, до настроек сейчас дойдем, если мы пойдем в AIDA 64, всем все-таки интересно, что же у нас там поменялось, то у нас здесь, кроме памяти, в данном контексте ничего не поменялось. 4 на 32. Центральный процессор Cortex A55, 4 ядра по 1.7, вы можете не требовать здесь 64-битный режим, он также и будет 32-битный, и какого-то мега прироста в производительности вы тут тоже не получите, хотя они заявляются, что он чуть ли не больше, чем на 20%. За отображение отвечает Mali G57, сеть 5 ГГц подключена с коннектом 866 мегабит, вот для Wi-Fi от 6 ожидал, что будет 1200. Ну то ладно, такое себе. Так, а вот что здесь самое интересное с температурой творится? Это то, что у нас, да, есть CPU термал, он не греется, но температуру вывести не получается, потому что считывает RTD батареи. Realtek выдает. Мы на тротлинг тесте единственное сможем его прочитать. Потом по кодекам добавили AV01. Это в принципе и есть то минорное объявление, которое вот они заявляют. То есть они добавили AV01 кодек, сделали какие-то, грубо говоря, сделали поддержку Android 11 и больше ничего нового в данном процессоре я не заметил. И что у нас с поддержкой Dolby Vision, сейчас посмотрим. По настройкам. Тут, конечно же, все очень круто. Сами по себе настройки, это по сути настройки плеера и некоторые настройки, интегрированные самого Android. У нас есть, конечно же, автофреймрейт. Если в главном, то мы можем переключать не только частоту кадров, мы можем переключать и разрешение. У нас есть пауза переключения очень хорошо для тех, кто смотрит через плеер ZIDU IPTV, например, там, или при перемотке. То есть если у вас будет пауза 5 секунд для переключения, то есть если вы перемотали, и он через 5 секунд аж переключит, если не будет совпадать частота. Если частота будет совпадать с предыдущей, то он не будет переключать. У вас не будет постоянного мерцания экрана. Есть закладки, это все красиво. Язык по умолчанию вы можете выставить для дорожки, для субтитров или онлайн субтитров. Также у нас есть 3D в 2D, то есть здесь можно принудительно переключать воспроизведение в 2D при воспроизведении 3D видео. Функции кнопок можно сделать различных. Есть у нас опции воспроизведения при воспроизведении, допустим, большого количества файлов, которые есть в папке. То есть вы можете либо выключить после, либо повторять все, либо случайно. Это стандартные какие-то моменты
воспроизведения плеера. Есть регион Blu-ray. Для чего это вообще надо? Дело в том, что этот плеер, ну как всегда у нас Zido, отличается тем, что она аппаратно поддерживает Blu-ray диск меню. Да, это вот так. Это один из тех вариантов, когда если вы хотите смотреть Blu-ray в полном исполнении, то именно на аппаратном уровне эта штука может. При этом она может Blu-ray с Dolby Vision. Это тоже классно. Загрузка субтитров. Кстати, он может загружать субтитры. И здесь у нас, знаете, что это? Это режим конфигурация плейлиста. Вы можете законфигурировать плейлист, который будет проигрываться автоматически при включении девайса. То есть прикольная тема на самом деле. И поехали. Режим HDMI по экрану. Мы уже с вами говорили. Но мы можем с вами заблокировать разрешение. Вот, пожалуйста, у нас есть такой вот ползуночек. В цвете мы можем с вами выставить режимы для каждого из разрешений. Например, для 4К 50-60 Гц мы можем выставить, допустим, цветовой профиль, который может там поддерживать ваш телевизор. В данном случае выставлено 420 12-битный. Для 4К, там, допустим, 23-30 Гц мы можем выставить другой цветовой профиль для фильмов. Для не 4К мы тоже можем выставить свой. Также у нас есть режим Deep Color. Это, знаете, вот видите, они как пишут, поскольку эдит отдельных устройств отображения не объявляет глубину цвета, поддерживаемую 4К, включение этой опции приведет к принудительному выходу режима высокой глубины цвета в 4К в соответствии со стандартом HDMI 2.0A. 4К 60 Гц, это будет 420 до 10 бит, 422 до 12 бит. Если вы увидите черный экран при указанном выше разрешении, отключите эту опцию. И мы можем поставить с вами расширенный либо стандартный диапазон HDMI. Также у нас есть, само собой, конвертация HDR в SDR. Здесь вы можете выставить... Здесь вы можете даже отрегулировать яркость, контраст, тон, насыщенность. Это все нам перекочевало из старой Zido. Теперь тот же HDR. Возвращаемся к этой опции, которую мы увидели изначально в настройках. В зависимости от воспроизводимого контента и возможностей устройства отображается интеллектуально, определяется вывод SDR, HDR или Dolby Vision, то, что я говорил. Это обыкновенный SDR в 709 цветовом профиле и Dolby Vision VS10 для SDR. Этот механизм Dolby Vision VS10 для обработки отображаемого содержимого, для обеспечения наилучшего качества изображения, в зависимости от устройства отображения. Это значит, что если вы будете смотреть Dolby Vision на SDR устройстве, то он будет обрабатывать отображение, ну, грубо говоря, обработает изображение таким образом, чтобы оно максимально качественно выглядело на SDR. То есть такой себе классный движок VS10, я о нем рассказывал в одном из прошлых своих обзоров Zido. Тоже, если интересно, можете почитать. Также у нас есть совместимость DV. Это, в принципе, очень простыми словами, это то, кто обрабатывает сам по себе Dolby Vision. Либо плеер, либо TV. В частности, например, на том же Xiaomi Mi Box S второй ревизии, если выбирать TV, то там не отображается YouTube HDR. Если выбирать обработка плеером, то отображается YouTube HDR. Тут уже вопрос такой. И есть свой эдит, который позволяет нам решать проблемы, когда при некоторых подключениях невозможно получить правильный эдит устройства. То есть информацию о возможных режимах, которые может устройство отображать. Конечно же, можем отмасштабировать экран, настроить самому по себе изображение, контраст, тон. Но это не путайте, это не... У нас была такая же картинка, это HDR в SDR, и есть у нас управление заставочкой. Обои можно менять, такое себе. По аудио, конечно, Zido это вот вещь. Это когда вы, например, через HDMI аудио у вас есть различные опции. Когда будет выводить формат звука в зависимости от выводимого канала. Но вы можете сделать следующую опцию. Вы можете выбрать LPCM 2 канала. Это он принудительно будет декодировать него. Можете сделать RAW, когда он будет выводить исходный звук. То же самое можно сделать для SPDIF аудио. И можно микшировать HD аудио. Это значит, что принудительно микшировать Dolby True HD или DTS HD, Hi-Res или Master Audio с понижением вывода до 5.1. Это значит, что, например, если у вас ресивер поддерживает только 5, допустим, Dolby Digital Plus и простой DTS, то вы можете поставить микшер HD аудио и микшировать HD аудио, и он будет DTS HD засовывать в 5.1 звук. Вот примерно вот таким вот образом. И это делается для, допустим, для даунмикса, для выхода SPDIF, потому что SPDIF сам по себе не пропускает звук больше 5.1. Частота дискретизации.
Частота дискретизации аудио. Ну, здесь можно выставить принудительно до 192 кГц 24 бита. Это что касаемо Edit. И есть у нас управление USB аудио. Если вы используете какие-либо ЦАПы, то вы можете выбрать режим DSD. Вы можете включить поддержку, допустим, управления громкостью, оставить его либо системными настройками, либо аудио-девайс, тот, который подключен USB, он будет сам регулировать, грубо говоря, громкость через аудио-девайс. Ну, в общем-то, у нас есть поддержка USB аудио, это тоже очень прикольно. Конечно же, есть сквозной режим. Это в режиме вывода звука в формате RAW. Включение данной функции улучшит совместимость с некоторыми ресиверами с низкой скоростью обработки. Обычно нет необходимости в включении данной функции. И прямой режим, это значит, смотрите, вот этот вот режим громкости, это когда он выводит просто-напросто максимальную громкость, вы включаете, и у вас будет постоянно максимальная громкость, и уже отдается на управление самим устройством, которое принимает. По аудио он воспроизводит абсолютно практически все форматы, начиная там от Dolby Digital простого, заканчивая Dolby Atmos, и от DTS простого, заканчивая DTS-X. По сети здесь управление у нас есть Wi-Fi, есть Ethernet, есть Bluetooth и есть сервер SMB. Сервер SMB ну это Samba сервер, который позволяет расшаривать диски, которые подключены к этому плееру, в сеть. Очень важная штука, потому что мы все-таки с вами получили Android 11 со всеми ее прелестями того, что у нас нет нормального доступа для прямой записи некоторых приложений на диск, который подключен. То есть, в частности, вы можете, конечно, этот вопрос решать подъемом, допустим, сервера Samba и подключением к нему там внешних качалок, либо внутренних качалок, но все это делать через сервер Samba. У кого как получилось, кстати, настроить, напишите, пожалуйста, в комментах, потому что у меня там, я уже задавал на FOPD вопрос, у меня не получалось нормально настроить торрент-качалку, но были моменты, когда вот люди написали, что да, у меня не получалось через Transmission просто на ТВ-боксе, но получилось через Transmission Remote, да, устанавливать и качать, и что-то там качает. То есть у кого как получилось, для Android, вообще вот почему я всегда говорил, что Android 9 это был самый сбалансированный Android для медиаплееров, для ТВ-боксов. На текущий момент это просто-напросто трэш, потому что, ну, имеем, что имеем. Но раз уж мы на сервере Samba, давайте я вам сразу вот покажу один такой момент. Мы включим сервер Samba. Я включу свой смартфон. Объясню, для чего включаю смартфон, потому что есть у него еще такая опция, как ZIDU Control Center. Но перед этим мы с вами пойдем в Explorer. То есть фактически Samba сервер, давайте по LAN, а у нас здесь... вот он не отображается. Давайте нажмем поиск. И у нас вот появился ZD Samba. Это ZIDU Samba, где мы видим папку Share. Сейчас мы ее откроем. И мы здесь видим 3 диска. Это у нас USB диск, который есть. Это у нас диск, который у нас подключен через SATA. И есть внутреннее хранилище. То есть все 3 диска у нас видны. То есть вы их можете прописывать, подписывать и делать с ними все что угодно. То есть мы можем туда копировать и различные моменты тоже делать. То есть Samba, ну в данном случае у нас V2 оно пишет, что у нас подняло. То есть у нас есть доступ к жестким дискам, подключенным извне. Это тоже удобно. Теперь что касаемо ZIDU центра. Вот у нас есть ZIDU контроллер. Здесь у нас есть простой проводник, где вы можете тоже получить доступ, допустим, к жесткому диску, к USB диску, к памяти внутренней. И, конечно же, у нас можно получить доступ к Samba внешним, NFS, CD-ROM и UPnP устройствам. Также у нас есть возможность управлять приложениями. Мы их можем добавлять. Мы можем их, допустим, загрузить в саму ZIDU и установить, если они там есть. Но сейчас у меня там просто-напросто ничего нет, никаких АПК-шек я не закидывал. Также мы можем управлять музыкой. Видите, у меня здесь музыка. Вы можете использовать как стример, по сути, да, там, хотя у него есть там отдельные моменты стримера. Есть у нас сортировка по альбомам, по исполнителям. И есть управление, допустим, теми же самыми фильмами. Этот каталог отображается у нас здесь по категориям. Вот буквально в моем смартфоне, где я могу выбирать какой-то фильм. Например, включать воспроизведение. Здесь мы видим всю информацию. Мы можем включать воспроизведение, будет это все дело воспроизводиться. То есть такое себе. Ой, остановим. Выйдем в главное меню, потому что, ну, нельзя нам показывать фильмы. Также у нас здесь есть пульт. Вот пульт я разочарован. Да, вы можете управлять здесь как пультом, но могли бы сделать мышь вот по типу тачпада, как это сделали Югус. К сожалению, ZIDU до этого до сих пор не дошла. Теперь
Вот, есть такой вариант пульта, но, опять же, мыши я не вижу. Очень плохо. Хорошо. И есть быстрые настройки. Вот за быстрые настройки очень-очень спасибо большое, потому что здесь вы можете задать разрешение, настройки цвета, выбрать управление HDMI аудио, включать Down Mix, то есть фактически вы все эти настройки, они перенесены сюда, и вы можете с ними всеми поработать. Это очень удобно, кстати. Ну и в другом у нас есть управление языком, есть управление HDMI ЦИК. Здесь у нас в принципе ЦИК рабочий, прикольный в том плане, что он просто включается и выключается. Сказать, ну, они заявляют Media Player Control TV Volume, я вам скажу так, что по ЦИК можно регулировать громкость телевизора, но лучше это делать через инфракрасник, потому что у меня были проблемы, например, с телевизором TCL. Ну, есть как есть, говорю как есть. А так, в принципе, он поддерживает через ЦИК управление и ресиверами, и телевизорами. Но не забывайте, что у вас есть программируемая инфракрасная панель. Наконец-то это все довели до какого-то момента. При подаче питания у них есть либо перейти в режим ожидания, либо включение и запуск. Есть спящий режим HDD, управление передней панелью цифровой, клавиатура. Время отклика на долгое нажатие, обновление и восстановление и сброс. А в самой системе мы можем зайти и перейти, конечно же, уже в боковые настройки. Все вроде бы прикольно. Если говорить о приросте мощности, как они заявляются, то вот сейчас вы увидите, что здесь 122 805 баллов. Да, действительно, это вот неплохо для ТВ-бокса. Но основное, за счет чего он выгребает, это Mali G57. Хотя в общей суммарной общая суммарная мощность 122 тысячи баллов для именно ТВ-бокса, для медиаплеера очень даже неплохо для обработки интерфейса и тому подобного. Но это все мелочи. Давайте проведем с вами немаловажный аспект. Если мы пойдем и глянем в DRM Info, то мы увидим, что у нас есть Widevine L1, поддержка HDCP 2.2. Здесь, ну, по крайней мере, так пишет нам DRM Info, максимальный HDCP 2.2. У нас, DRM L1, это все понятно, и больше ничего нет. Никакой сертификации Netflix, само собой, нет. Поддерживаемое аппаратное декодирование, вот мы видим IAC, EIC3, AV01 есть у нас, Dolby Vision, само собой, ну и поддерживаемые частоты. Видите, у нас и для фильмов 23900, ну, они округлили, есть 24, 25, 29, 97, то есть фактически все частоты, которые вот есть для комфортного воспроизведения. То есть, ну, конечно, вот фирменный автофреймрейт, но опять же не забывайте, что только для нативного плеера, ведь Zidu это как раз и почему и называется медиаплеер, потому что это про нативный плеер, потому что если мы пойдем в Vimeo в диагностику, мы увидим здесь какой-то автофреймрейт, поддерживаемые режимы, но только в 1080p в режимах, смотрите, 60 Гц, 5994, 50, 2997, 25, 23976, 24 и HDR дисплей. Ну, у меня не подключен сейчас HDR дисплей. Как это будет работать с 4К экраном, я не хочу даже пользоваться, потому что Zidu плеер заменяет мне все. На самом деле этот плеер про просматривание, не IPTV даже, это про просматривание конкретно фильмов. Давайте мы сейчас с вами проведем быстренько тротлинг-тест, потому что нам нужно узнать максимальную температуру при работе нашего медиаплеера. Здесь мы с вами должны отконфигурировать термальные сенсоры, потому что, да, вот смотрите, вот нулевая зона это у нас проц. Давайте мы поставим контрольно на четвертое ядро первую зону и на третье ядро первую зону, чтобы потом сравнить, что да, это вот все это батарея, поэтому мы ориентируемся на термальную зону 0. То есть у нас такой момент, термальная зона 0, это обязательный момент к тестированию. На текущий момент в режиме простой это там 53-55 градусов. Стартуем. Самое интересное включается у нас заставка. И смотрите, 62 градуса, то есть у нас, когда включалась заставка, он переходил в режим энергосбережения, и частота уходила вниз. А я, короче, поставил на тротлинг-тест и пошел гулять. Ну, имеем, что имеем. Но, в принципе, температура 62 градуса, максимальная, что я видел. Для медиаплеера это более чем достаточно. С учетом того, что он металлический
и нормально сделанное охлаждение. Я думаю, что проблем вообще с перегревом у ZID нет, это однозначно исключено. Слушайте, ребят, ну 64 градуса максимально, будем отключать этот неправильно работающий тротлинг тест. Вот это вот, вот это вот сразу видно, да, вот это включилась заставка. Вообще абсолютно идеальный тротлинг тест, ну максимально CPU, конечно, вот видите в чем фишка, 44183 джипс, ну это не то совсем, то есть я не знаю, как они увеличили процесс, вот это не страшно, это заставка, вообще, то есть вот вы сейчас в маленьком окошке видите нормальный тротлинг-тест, который мы перепровели без включенной заставки. Нормально тут все работает. Слушайте, ну мы вот с вами имеем медиаплееры. В принципе, меня интересует еще только Wi-Fi 6 и больше ничего. Все остальное это уже вообще просто мультимедиа. Для меня, честно говоря, ну, играть на таком медиаплеере никто не будет. Вообще никто, никак и ни во что. Тестируем 5 ГГц. Здесь мы тоже такой себе прирост получили. Это, кстати, второй ТВ-бокс с Wi-Fi 6, который я вижу вот с хорошими показателями. В том плане, что первый это Yugus AM8, там вообще за 700 заходит. Здесь вот сделали 631 мегабит на загрузку. И сейчас мы увидим на выгрузку сейчас 300... очень неплохо, то есть 630 мегабит на загрузку по Wi-Fi 5 ГГц. По Wi-Fi 5 ГГц на ZID. Это просто шикардос. Конечно же, переключимся на 2.4. И соединение установлено. Сейчас стартанем и обалдеем. Я чувствую, 2.4 тоже будет какой-то интересный результат. Я не обманулся. Сразу говорю, тестирую на Xiaomi AX7000, чтобы вы понимали, то есть Xiaomi AX7000 сам по себе мощный роутер, 116 мегабит на загрузку по 2,4 ГГц и на выгрузку у нас 130-140. Сейчас мы подключим, конечно же, LAN RJ45. У нас есть сетевое подключение. Включили LAN RJ45, отключим Wi-Fi и смотрим, у нас сеть есть. Да, подключена сеть. Кстати, может работать как Wi-Fi hotspot. Часто у меня спрашивают, можно ли. Да, можно создавать Wi-Fi hotspot и в 5 ГГц, и в 2,4, но это не роутер. Это точка доступа, не более. Стартуем LAN RJ45, и это у нас, ну, чистый гигабит, насколько моя сеть сейчас может там обработать этот гигабит. То, что сейчас есть там по дому, выдает 700 мегабит, 719, 714. Ну, на выгрузку, наверное, даст больше, сейчас увидим. На выгрузку чуть больше гигабита. Ну, вы же понимаете, чистый гигабит, если на дом заходит гигабит, то получить достаточно тяжело. То, что здесь гигабитный порт, мы это подтверждаем, тут как бы вопросов никаких нет. Давайте с вами... Вот пульт. Вот пульт неудобно, пока он не светится, если вы не привыкшие, то это прям проблема. Давайте теперь перейдем к мультимедиа. Начнем сразу с YouTube. Меня интересует AV1 кодек. Само собой, без Google Apps пользоваться YouTube ATV вы не сможете. Да, и есть небольшая проблема. YouTube Android TV, который стандартный на 4К, у нас фризует. Хотя этого абсолютно нет на SmartTube Next. Поэтому мы будем использовать SmartTube Next для того, чтобы, ну, например, та же самая Япония 8К, если мы ее запускаем, то при воспроизведении там этих 4К у нас, сейчас мы включим диагностическое окошечко и выберем видеоформат AV01. И вот, пожалуйста, у нас AV01 без дропов. Ну, у нас там вот есть дропы 11, это на тот момент, пока мы там что-то переключали. У нас YouTube 4К абсолютно отлично. То есть мы видим видео resolution в самом верху. Это у нас UI resolution, это разрешение интерфейса, это разрешение загрузки. А вот у нас реальное разрешение видео, которое сейчас воспроизводится, 11 стартовых дропов. И все остальное время он воспроизводит без дропов в AV01.
То есть я не вижу проблем при воспроизведении YouTube таких клиентов, как, допустим, SmartTube Next. Но при проигрывании в YouTube ATV, я сразу говорю, эти проблемы есть. Есть фризы и тому подобное. То есть у меня не получилось нормально его использовать. Я должен это сказать в своем обзоре. По поводу мультимедиа. Перед тем, как перейдем к каким-то вкусностям, конечно же, он воспроизводит IPTV через какие-то сервисы, либо OTT сервисы, либо просто IPTV обыкновенная. Но тут уж вы должны сами для себя выбирать, как вы его будете просматривать. 50 Гц, 25 Гц, через какой плеер. Я этот плеер вообще не позиционирую для проигрывания IPTV, тем более с автофреймрейтом. То есть, либо это должен быть какой-то там плеер, который поддерживает внешний плеер, и сюда задействовать плеер ZIDU, что не ахти как хорошо, но у нас вот, допустим, простой IPTV проклацывается очень неплохо, действительно, производительность отличная и картинка сочная, как у всех ZIDU. А вот если добраться до самого интересного, то тут, конечно, прикольно. Есть у нас такая штука, как медиацентр, это фактически проводничок, где мы видим все наши диски. У нас вот есть UTOS диск, есть у нас новый том, это диски, которые у нас подключены, и есть у него поддержка и Samba сервера, то есть мы можем сюда, вот у меня есть Samba сервер на Mi роутер, мы можем сюда заходить, там все будет отлично, и NFS сервер для подключения, допустим, к тем же NAS, и посмотреть, что у нас в сети через UPnP и WebDAV, да, то есть мы можем пересканировать UPnP, мы можем подключить UPnP, потому что эта штука может выступать как стример. Вот, у нас может работать проект, называются они управление проекциями, может поддерживать Spotify, AirPlay, DLNA, то есть фактически он может работать как стример с поддержкой действительно вывода неплохого звука, особенно если вы сюда USB-ЦАП еще подключите, то есть, ну, вообще, то есть топово. Но вернемся к нашему медиацентру. Для чего? Для того, чтобы мы с вами проверили, допустим, те же самые форматы звука и воспроизведение Dolby Vision. Начнем с Dolby Vision, объясню. Дело в том, что то, что они заявили, давайте так, вот 5-й, 8-й профиль, это все красиво. Все красиво работает, 5-й, 8-й профиль воспроизводится. Пожалуйста, у нас включилась VS10 Dolby Vision, он сейчас его засовывает, конечно, через VS10 в SDR, хотя вот вы видите сейчас вставочку, да, в маленьком окошечке, что он проигрывает на телевизоре Dolby Vision, пожалуйста, Dolby Vision у нас проигрывается нормально. Тот же самый вот 8-й профиль мы включаем, тут у нас тоже как бы вопросов нет. Он его через VS Dolby Vision сейчас просовывает. Это вот, кстати, одно из преимуществ, то есть этой самой ZIDU, если у вас SDR экран и вы играете Dolby Vision контент, он не будет зеленый, как, например, на M-Logic. Нет, он будет воспроизводиться нормально и будут максимально приближенные цвета будут. Если говорить про 5-й, 8-й профиль, то тут вообще вопросов нет, и в МКВ, и в любых форматах, то тут у нас доходит до 7-го. Дело в том, что они заявились о поддержке, полноценной поддержки FL, двухслойников, хотя, вот давайте вам правду, ничего не поменялось. Второй слой игнорируется, здесь проигрываются только 7-й профиль, однослойники. Это правда. Двухслойники, возможно, когда-то они это решат. Возможно, когда-то что-то решится. Да, вы включаете, у вас будет включаться Dolby Vision, но второго слоя он читать не будет. И до сих пор там никто, кроме Oppo и тех же самых там клонов этих самых Oppo, второй слой не читает. Ну, само собой, оригинальные плееры Dolby Vision, блюр-плееры, они, конечно же, могут это все дело считывать. Ну вот у нас есть там, смотрите, такой совмещенный 8-й, 5-й, то есть все с этим как бы вопросов нет. Но опять же, 7-й только single layer. Но имеем, что имеем, ребят. Никто, хотя они заявлялись, конечно, красиво, я говорю, что не все так красиво, как хотелось бы. Теперь, по воспроизведению каких-то тяжелых фильмов, 8К не декодирует, сразу скажу, 8К он не может. 4К 60 FPS фильм в Dolby Vision, это Gemini тестовый, он проигрывает в Dolby Vision с Dolby Audio, с отличной картинкой, как для ZIDU. Ну, у многих, знаете как, кто-то там пытается найти какие-то технические характеристики. Ну, давайте я перемотаю чуть-чуть, пускай оно поиграет, чтобы вы убедились. Жалко, температуру нельзя отслеживать. Хотя 62 градуса, 64 градуса максимальная температура. Смотрите, как красиво все работает. Смотрите.
Смотрите, дело в том, что кто-то пытается найти цвета, там, правильность вывода вплоть до цифр, но при этом этот кто-то, ну, какие-то технари, допустим, там, с технической точки зрения, они абсолютно не изучали такую штуку, как органолептика. Так вот, посадите 10 людей и покажите им одинаковый цвет и скажите, что и один из них будет там откалиброван правильно, но для всех будет вернее, он будет откалиброван правильно, для всех он будет выглядеть абсолютно по-разному. Потому что сколько существует глаз, столько существует органолептического восприятия, вариантов органолептического восприятия. То есть нельзя откалибровать для каждого человека одинаково телевизор. Нужно калибровать под свой глаз с помощью своих органов органолептики. Глаз, ушей, носа, там, чем угодно уже там можете делать. Но воспроизведение 4К 60 FPS мощного какого-нибудь фильма Dolby Vision, он с этим справляется очень даже просто. По звуку тут вообще вопросов никаких нет. У меня, я сколько не тестировал, он воспроизводит и, скажем так, такие штуки, как флаки, DSD-шки, DSF и все остальное. И особенно если у вас есть USB, допустим, ЦАП, то это вообще находка для шпиона, скажем так. По объемному звуку Dolby Digital Plus, вот я сейчас включаю. Он есть, он у меня на ресивере появился, пожалуйста. Есть у нас Dolby True HD, я сразу вам говорю, смотрим. Да, у меня вот появился Dolby True HD, пожалуйста. Есть у нас Dolby Atmos. В комбинации, кстати, с Dolby Vision он воспроизводится тоже. Вот я когда тестировал на Dolby Vision, да, проигрывает, я уже вижу. Есть у нас DTS ядро. Давайте включим DTS ядро. Отлично. Есть. И есть у нас, конечно же, DTS HD Master Audio. Сейчас ждем. Есть. И есть у нас, где у нас DTS X? Ну. Да, все есть. Отлично, с этим тоже вопросов нет. Хорошо, что же мы тогда имеем? Ну, тестовые какие-то ролики, там, грубо говоря, поиграть 4К можно, но бесполезно, потому что все это действительно он щелкает, но он для этого предназначен. И, допустим, Mozart Stereo через Music 192 кГц, 24 бита, вообще без вопросов. Слушайте, тут вопрос в другом. Что же нам с ним делать-то? И чем же его прелесть? У нас есть с вами два шикарнейших приложения. Один из них Кинотеатр 4.0. Этим славится Zido. Встроенным, обалденным кинотеатром с индексами, с каталогизатором, и при этом он поддерживает, ну все это можно с SATA диска, то есть вы накачали, ну, допустим, библиотека в 1000 фильмов, он это все прокаталогизирует, и будете вы это видеть вот в таком виде. Вы зашли, вы видите описание, вы видите, вот, пожалуйста, я буду мышкой показывать, вы видите, в каком качестве здесь 4К, Dolby Vision, в кодеке H265, с Dolby Atmos, есть дорожка DTS HD, в МКВ, 23976 кадров. Можем нажать еще, посмотреть, что именно полный формат. Пожалуйста, матроска, HEVC, Dolby Vision, SMPTE ST2886, HDR формат 1, HDR формат Level 6, Blu-ray HDR 10 и есть bitrate, допустим, в данном случае 57 Mbps, формат звука и форматы аудио, которые у нас есть. Круто. Также у нас есть режиссеры, можем посмотреть Гаррисон Форд, режиссеры, почитать, посмотреть фильмы, которые у нас есть в коллекции с такими же, допустим, моментами, и можем воспроизвести, можем посмотреть трейлер, добавить в избранное. Это очень круто. То есть здесь сделано это все вот таким вот образом. Смотрите, например, мы зайдем во все фильмы, ну я сделал тестовую коллекцию, да, какую-то, во все фильмы можем зайти просто в фильмы, можем в ТВ зайти, у нас тут есть сохраненные ТВ-передачи, есть те, которые не совпали, ну, есть у меня, конечно, тестовые ролики, которые я там использовал, есть у нас источники, где мы можем задать с вами диски
То есть любые. Мы можем с вами сканировать не только жесткие диски, мы можем сканировать и Samba, и NFS, мы можем каталогизировать то, что на удаленных дисках, на роутере у вас на диске записано, на вашем компьютере вы можете прокаталогизировать всю домашнюю библиотеку. Также вы можете, видите, это все смотреть по вот таким вот прикольным, скажем так, вкладкам. Допустим, боевик. А вот, кстати, лучший стрелок. Вот у меня есть чистый блюр. Это Blu-ray диск. О чем здесь стоит отметочка. Тоже в Dolby Vision, HEV 265, в Dolby True HD с актерами. И мы можем включить Blu-ray диск меню. Именно проигрывать его как Blu-ray. Сейчас заставка пройдет стартовая. И вот, пожалуйста, у меня есть менюшечка. Я могу выбрать язык, на котором я это хочу смотреть. Здесь там интервьюшки, тут какие-то различные доп-материалы. Очень много людей, кто любит Blu-ray. Кстати, те, кто говорят, что Blu-ray диск умирают, это полная чушь. Объясню почему. Откуда вы берете BD-рипы? Правильно, с Blu-ray дисков. Изначально оно выходит на Blu-ray. Это если говорить конкретно про BD-рипы, то тут главы разные. Давайте уже быстрее. И вот у нас, видите, меню: просмотр, настройки, эпизоды, дополнительные материалы. Пожалуйста, наследие Top Gun в ретроспективе, комментарии продюсера. То есть вы можете посмотреть именно максимально ваш контент. Эпизоды выбрать. То есть это полноценный Blu-ray диск. То есть здесь вообще вопросов нет. И вы можете посмотреть, как в лайтовом режиме Blu-ray, просто начать с просмотра фильма самого. То есть можете пропустить это меню, и вот, пожалуйста, он с Dolby Vision гоняет этот Blu-ray диск. То есть тут вопросов нет. То есть сам по себе каталогизатор — это самое крутое, что Zida сделала для своих пользователей. Это то, из-за чего этот плеер нужно брать. То, из-за чего этот плеер берется. Также здесь есть, кроме этого каталогизатора, конечно же, музыка. Музыка — такой же каталогизатор. Давайте я вам сейчас покажу. Вот он, Music Player 7.0. И здесь то же самое. Вы указываете, что сканировать. Он сканирует музыку, раскидывает по исполнителям, по папкам. Вы можете делать плейлисты по альбомам. По плейлистам вы можете их создавать. Именно папочки у нас есть, источники. И в источниках вы точно так же можете сканировать и Samba, и NFS. Это все интегрировано в саму экосистему Zida, в саму сеть. То есть здесь у вас также UPnP для того, чтобы работать как со стримом. И при этом с поддержкой этих всех очень крутых форматов. Типа, ну вот смотрите, я сейчас вам покажу. Музыка. Вы можете отсортировать. Вот у меня здесь есть и DSD 64, DSD 128, DSD 256, DSD 512 у меня, ну нет, DSD 512 у меня максимально DSD 256 тестовый файлик есть, да, акустический джаз у меня там есть, он его, пожалуйста, сейчас проигрывает, но мы не можем его воспроизвести. И также он его сортирует по, давайте остановим, вы, кстати, можете выйти, и он будет проигрывать в фоне, такое тоже возможно. То есть это те вещи, из-за которых я обожаю Zida. Что еще у нас есть? Ну, можно, конечно же, заморочиться, смотреть через Matrix. Не могу вам показывать настройки, но через Matrix я спокойно здесь гонял 50. Но у меня было пару выкидываний, говорю сразу. При этом я отключал энергосбережение. Можно, в принципе, и рутовать прошивку, делать все что угодно, но я все-таки нацелен на то, что этот медиаплеер рассчитан на конкретно у нас такие вещи, как внешние носители. А ну давайте сейчас посмотрим, заработает ли у нас. Вот я, знаете, что сейчас смотрю? Я сейчас пробую провести тест CPDT, это кроссплатформенный. И здесь у нас, вот видите, опять возникает вот эта ситуация, я не могу провести CPDT-тест, потому что нет, не пошел, вот, пошел. Сейчас вот у нас через USB диск, у него 253 мегабайта в секунду, вообще отлично через USB 3 работает, вы можете даже на USB 3 качать. И на SATA можете качать, на все что угодно. То есть все-таки вопрос настройки на внешнюю запись можно, в принципе, что-то настроить, потому что вот, пожалуйста, CPDT-тест получил доступ. Хотя нет в самом нашей системе пакета Documents, который дает доступ к записи на внешние носители. То есть, ну такое, через костыли сделали.
Ну, и копирование памяти, ну, опять же, ничего не изменилось с прошлой ZIDу. 2.11, то есть в районе тех же самых 2 гигабайт на секунду мы имеем. В целом, я готов уже пройти, прорезюмировать. Я не знаю, что вам еще показать. Показать мне больше здесь нечего. До там 50-70 гигов тягал, на больше уже не идет. Знаете почему? Потому что есть момент с тем, что нет раздающих. Мне очень трудно найти что-то нормальное с раздающих. И, кстати, есть менеджер очистки. Фирменный ZIDу до сих пор держится, до сих пор он есть, где можно чистить кэш, где можно чистить APK файлы и управлять автозапуском. То есть включать либо выключать приложение из автозапуска. И можно удалять прямо из вашего, ну, можем завершить приложение, которое у нас есть. Да, наличие HDCP, наличие, допустим, тех же самых там каких-то моментов по DRM-L1, вы можете установить какие-то даже стриминговые сервисы, я не говорю про Netflix, его здесь нет, но плеер получился неплох. Я хочу перейти, прорезюмировать. Отдельная тема — это пульт. Когда я на распаковке начал смотреть, у меня почему-то не сработала на кнопке подсветка. Я посмотрел, ну блин, неудобно. То есть есть темная гравировка, и даже в светлое время, вот смотрите, то есть не видно, что за кнопки, какие кнопки за что отвечают. Да, они поменяли пульт, он матовый, все стало лучше, чем в старом, и есть подсветка, но с подсветкой вы должны будете его использовать даже днем. И плюс сюда нужно 3 батарейки, чтобы вы понимали. То есть пульт такой нифига себе. Тут вопрос в другом, что неужели нельзя было уже, если вы усовершенствуете, сделать хотя бы аэромышь и Bluetooth соединение? Ну нет, есть, конечно же, там кнопки инфракрасные, которые программируются для телевизора. И сразу отвечаю на вопрос, вот там будут писать, а вот шилд лучше или этот лучше? Ребят, это не лучше шилда. Шилда — это вообще принципиально 2 разных медиабокса. Это медиапроигрыватель, а то ТВ-бокс на Android TV. В качестве выводов скажу, плеер мне очень понравился, сам по себе ZIDу понравилось, мне понравился пульт, но вот с этими моментами, о которых я говорил ранее. Я его советую как первую покупку, если вы действительно хотите какой-то получить качественный звук, если вы хотите получить, ну, допустим, каталогизацию из коробки, если вы хотите получить мощное железо, которое не греется практически, то я вот как бы рекомендую. Если менять старую ZIDу на новую, ну нет и нет. Я не вижу смысла абсолютно никакого. В остальном все отакенская штука. Слово мы свое сказали. Я не скажу, что это лучше шилда. Многие там могут сказать, это лучше шилда. Нет, это абсолютно 2 разно принципиальных коробочки. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.